Ну, друзья, сегодня мы начнем говорить об еще одном направлении йоги, направлении, сформировавшемся среди коренных жителей, аборигенов Америки. И мы еще раз убедимся, что на высших уровнях понимания, на высших ступенях эта методология является единой для всех высоких духовных школ. Это люди фантазируют и извращают, а Бог-то дает одно и то же всем, кто способен это воспринимать истину, вне зависимости, где, на какой части поверхности Земли они живут. Будь то хоть Атлантида, Америка, Россия, Индия, Китай, другие страны, Юго-Восточной Азии, например, и так далее. Но поскольку сейчас раннее весеннее утро, прохладно, то я вот дам вам свой личный облик, немножко другой, вот в капюшоне. Потом разденусь, когда солнышко пригреет. И вот про эту индейскую школу духовную, о которой мы сегодня будем говорить, это школа Хуана Матуса или Дона Хуана, как его еще называл Карлос Кастанеда, описавший эту школу. Об этой школе мы узнали как раз благодаря трудам Карлоса Кастанеды. Благодаря этому очень значимому событию в истории Земли, что тайная индейская, мексиканская школа стала известна по всей планете благодаря Карлосу Кастанеде. И ценность в книгах Карлоса, который, вот он был писателем, он, в частности, его жена вот описывает, что он сначала писал все, как на самом деле было, а потом он переделал тексты так, чтобы это было более захватывающе, более интригующе для читателей. И вот в этих книгах Карлоса Кастанеды нужно не всякие мистические трюки, которые он описывал, с определенной нагрузкой, с дополнениями и, в общем, художественно описывал. А ценность наибольшую представляют в этих книгах именно его беседы с учителем божественным Доном Хуаном, его божественным другом Хинара, Сильвием Мануэлем. Вот это представляет высочайшую духовную ценность, и навсегда это уже вошло в сокровищницу духовных знаний, высших духовных знаний для людей, для человечества. Надо еще учитывать, что время общения Кастанеды с Доном Хуаном и его спутниками исчисляется примерно 3 десятками лет. И все это Кастанеда описывал в своих книгах.
И за эти долгие годы менялся не только сам Карлос, но менялся и Дон Хуан. Менялись его товарищи, которые вместе с ним шли. Поэтому оценку, полную оценку и окончательную оценку деятельности школы надо составлять в своем понимании не по тем начальным этапам работы, которые Карлос Кастанеда описывал, а по итогам, к которым школа пришла. Подробно мы описывали работу этой школы в книгах «Бог говорит», в книге «Классика духовной философии и современность». А сейчас мы сосредоточим свое внимание на именно методологии, сформированной этой школой. Итак, с чего начать? С того, что Вселенная состоит из двух параллельных миров, которые называются тональ, то есть мир материальных предметов, мир материи твердой и не очень, и нагваль, то есть совокупность всех иных планов, эонов, лог, многомерного пространства. Мы общаемся с миром материи, с тоналем, через так называемое первое внимание. То есть через органы чувств физического тела. Но для того, чтобы начать познавать нагваль, требуется развивать второе внимание, то есть ясновидение. Но есть еще и третье внимание, при помощи которого постигается Творец, изначальное сознание. Включая его огненное состояние, состояние божественного огня, которому много внимания уделялось и Доном Хуаном. Ну, то же самое мы знаем и из анализа других направлений йоги. Об этом же говорилось и в Агни-йоге, и в йоге Пифагора, и в йоге атлантов, и также и в других направлениях, которые мы рассматривали и еще будем рассматривать. Но отмечу, что вот в Коране, например, и в Библии есть упоминание об огне ада. Откуда взялись такие представления? Так люди порочные ощущают божественный огонь. Божественный огонь жгет их, мучает их. Но это я наблюдал и на обычных
российских шизофрениках, когда они попадают в сферу активности божественного огня, бесы начинают их мучить, им самим становится плохо. Вот потому и родилось представление о том, что в аду грешники жарятся на сковородках там или просто горят в огне. Но это вовсе не адский огонь, а так люди ада воспринимают огонь Бога, одно из проявлений Творца. Но этот огонь для истинных духовных подвижников является не опаляющим, не обжигающим. Наоборот, сливаясь с ним, мы входим в слияние с Творцом и наполняемся Его состоянием блаженства. Для праведников этот огонь блаженный, для грешников это огонь ада, на котором они жарятся. Можно каждому сделать вывод для себя и откорректировать свою личную эволюцию. Человек, согласно концепции школы Дона Хуана, может претендовать на бессмертие. Я сразу поясню, что бессмертие – это есть слияние с бесконечным и вечным изначальным сознанием, с Богом в аспекте Творца или Абсолюта. Есть еще и другая форма бессмертия, когда бессмертным делается и материальное тело. Его можно вбирать в себя и потом снова испускать из себя, если этот духовный подвижник стал единосущным Творцу. И мы знаем исторические примеры того, как это делалось, ну, хотя бы Иисус Христос. И вот человек, который решил идти путем поиска бессмертия, вначале, согласно концепции рассматриваемой школы, должен стать охотником. Но не тем охотником, который убивает дичь, а охотником за истинными высшими духовными знаниями. Когда он эти знания нашел и освоил, то он может перейти на еще более высокую стадию своего развития. Он становится духовным воином. Начинается работа с того, что нужно принять принцип движения тропой любви, тропой сердца, духовного сердца. Вот это основа этики, это основа психоэнергетической работы над собой. Следующим шагом в психоэнергетической работе является деление биоэнергетического кокона, окружающего тело человека, на две части. Верхний пузырь восприятия. То есть вот кокон, он
примерно на полметра у обычных людей, отстоит от тела. Что такое этот вот биоэнергетический кокон? Это суммарное излучение энергополей всеми клетками тела, а также энергоструктурами, включая чакры. И вот вокруг каждого тела существует такой яйцеобразный кокон выше головы, ниже ног. И можно ясновидением видеть очаги поражения, очаги болезней или энергопоражений, которые в будущем вызовут заболевания внутри тела, тех или иных органов. Эти очаги можно видеть в виде темных пятен в коконе. Вот на этом основана, в частности, биоэнергодиагностика в одном из ее вариантов, может быть, главном. И воздействуя на эти очаги поражения целителем, силой целителя, можно излечивать болезни, предотвращать болезни, которые еще не наступили, но наступят. И вот этот кокон делится на две неравные части. Верхний пузырь восприятия и нижний пузырь восприятия. Почему пузырь? Почему такое слово возникло, такой термин? Ну, потому что внешне, вот разделенные на два пузыря восприятия кокон, в какой-то мере похож на плавательные пузыри некоторых рыб, у которых эти плавательные пузыри лежат в теле, не приросшие к позвоночнику. Почему восприятие? Потому что через верхний пузырь восприятия мы в основном общаемся с миром тоналя, а через нижний пузырь восприятия с миром нагваля. В верхний пузырь восприятия входят 3 верхних чакры, 2 головных, шейная, а остальные 4 входят в нижний пузырь восприятия. Медитативная работа проводится за счет именно нижнего пузыря восприятия. Именно эта структура, включающая в себя духовное сердце и энергетический блок питания, состоящий из 3 нижних чакр, вот именно эта структура может и должна расти количественно. Именно этой структурой, состоящей из огромного духовного сердца, с его питающим придатком, нижним дантяном, и с интеллектуальным компонентом, тоже помощником духовного сердца, верхним пузырем, мы и входим в божественные эоны. То есть мы входим духовным сердцем с 2 придатками, силовым и интеллектуальным. Духовное сердце должно обязательно обладать руками сознания, с помощью которых можно перемещаться в многомерном абсолюте, с помощью которых можно воздействовать на свое тело и также помогать другим людям. Причем
двигаться духовным путем через рост, количественный рост сознания можно лишь после утончения сознания. То есть растить можно только, имеет смысл только утонченное сознание, ни в коем случае не грубое, не исходно грубое, как даже не у самых грубых людей, а у среднего воплощенного человека, живущего на земле. И вот есть специальные приемы для утончения сознания. Прежде всего, это соблюдение этических принципов, не осуждение, не зависти, не желание чего-либо присваивать себе или отстаивать свое, жить без гнева. И эти все состояния реально достичь через работу с чакрами. И вот благодаря работе по кристаллизации утонченного сознания за счет нижнего пузыря восприятия, за счет, точнее, духовного сердца, растущего из среднего дантьяна, то есть из чакры анахаты. Хотя я должен подчеркнуть, что этих терминов индейцы не знали. Они называли это все немножко иначе. Четкой терминологии у них не было. Вот я это перевожу просто на общеизвестный, всем доступный современный язык. И вот они, благодаря этой работе, достигали состояния нирваны в ее статическом варианте и в динамическом. Что значит динамический аспект нирваны? Это когда мы не просто исчезли через слияние с Творцом, а когда мы начинаем активно из этого состояния нирваны действовать. Действовать руками сознания развитого. Действовать, например, исцеляя, помогая в других вариантах. Причем это действие может распространяться на огромные расстояния, но, по крайней мере, в пределах всей нашей планеты. Вариантом нирваны, необходимым для обретения статического ее аспекта, необходимым для самого процесса слияния с Творцом, с изначальным сознанием, является состояние ниродхи. Но этот термин известен из буддизма. Индейцы его тоже не знали. Но в школе Дона Хуана говорили о волне наката. Что это значит? Ну вот мы обсуждали уже тему энергетического кокона, яйцеобразного, который окружает тело человека, в котором могут таиться болезни, которые видны ясновидящим. И вместе с тем, который у здорового человека является его защитной оболочкой. Но отрицательным компонентом в данной ситуации является то, что кокон обособляет нас от окружающей среды. Если мы занимаемся смещением точки сборки, то есть
распределением себя как сознания в разных позициях. И вот мы можем или локализовать себя внутри тела, внутри какой-то части тела, какого-то органа, какой-то чакры, например. Или же мы можем поставить перед собой цель слиться с Творцом. Но для того, чтобы слиться, нужно свою индивидуальность уничтожить. Нужно уничтожить вот этот самый кокон, который отделяет нас от окружающей среды. Разумеется, под этой средой в ситуациях духовной работы нужно понимать божественную среду, среду божественных ионов, высших, тончайших ионов, многомерного пространства. И вот Дон Хуан и другие члены вот той школы говорили о волне наката. То есть мы должны позволить силе, существующей вокруг кокона, сломать этот кокон и заполнить его до отказа. И вот тогда я прежнее может или вообще не ощущаться, или ощущаться в виде именно геометрической вертикальной черточки, если тело стоит, не больше. Это не физическая структура, а просто геометрическая черта, вертикальная, маленькая, вокруг которой существует океан Бога. Ну вот тем, кто еще не научились жить духовным сердцем, тем не только сделать, но и понять это невозможно. Потому что все это делается только если духовное сердце развито. Других вариантов постижения ниродхи не существует. Вот так познается Бог, так достигается бессмертие. Так человек обретает полную самореализацию, исполняет полностью смысл своей жизни в качестве человека и продолжает жить уже в качестве неотъемлемой составной части изначального сознания. И вот теперь мы посмотрим на те конкретные методы, которые применялись в этой школе, те, которые могут быть использованы и нами. Все они делились на две группы: предварительные и основные. Первым из подготовительных приемов являлся перепросмотр. Что это такое? Это анализ по возможности всех ошибочных поступков в своей жизни. Это есть, по сути, покаяние, через которое обязательно должен пройти каждый человек на духовном пути. Для чего? Не для того, чтобы выпросить прощения у Бога, а для того, чтобы научиться больше не грешить. А что такое грехи? Это этические ошибки. А что такое этические ошибки? Это прежде всего причинение вреда другим существам. По разным причинам мы такие ошибки совершаем. Из корысти,
из того, что мы не умеем свои эмоции регулировать и впадаем в отрицательные эмоции. И вот для того, чтобы ученики этой школы прилежно занимались перепросмотром, им предлагалось такое объяснение, что они могут вернуть себе все затраченные напрасно в ошибочных поступках собственных энергии, вернуть себе эти энергии, если пережить те ситуации заново правильно. И эта схема работала. Еще надо было обязательно уничтожить ощущение собственной важности, а также ощущение жалости к себе. Это есть те качества, которые реально приводят к напрасным и наибольшим потерям человеком его энергии, которая называлась личной силой. Ведь если кто-то ощущает себя этаким важным, а некто другой посягает на эту важность неуважительным поведением, то первый реагирует эмоциональными выбросами обиды, гнева и так далее. И вот при этом-то и растрачивается интенсивно и напрасно та энергия, которая могла бы пойти на правильный рост сознания. И вот интересный и поучительный факт из жизни Карлоса Кастанеды. Когда его обучение в школе Дона Хуана завершилось, и благодаря изданию книг он уже стал миллионером, тем не менее, он и его ближайшая спутница гордо под чужими именами устроились работать слугами в некий богатый дом, где они терпели унижение, оскорбления, несправедливость и прочее от коварства других слуг. И сделали они это, то есть Кастанеда и Гордо, вполне осознанно, для того, чтобы то самое ощущение собственной важности в себе полностью подавить. Кастанеда тогда очень хорошо сформулировал: все, что происходит с духовным воином на физическом плане, не имеет значения. А что имеет значение, так это только состояние сознания. Замечательная формулировка. И все это на самом деле ведь не имеет большого значения в сравнении с поставленной перед собой высшей целью. Надо, как учил Дон Хуан, научиться быть ничем, не защищаться, но быть защищенным. И мы являемся защищенными, когда нас нет, а есть только Бог.
В других терминах, современных, можно сказать, что исчезает при этом низшее индивидуальное «я», и остается только высшее «я». Мы должны найти это высшее «я» как часть себя, самую главную часть себя, и стать ею. Еще в иных терминах можно сказать, что мы должны слиться со своим атманом, и потом атманом влиться в парам-атман. И вот индейцы говорили о том же самом, о чем говорят и в других высших духовных школах, но только язык у них был немножко свой, хотя суть та же. Для того, чтобы это произошло, надо было в том числе, как учил Дон Хуан, расчистить тональ. Для чего? А для того, чтобы обнажился нагваль, а потом и самая главная часть нагваля, которая познается третьим вниманием, то есть то самое высшее Я, тот самый параматман, или, что то же самое, изначальное сознание, Творец, Бог Отец, Аллах, Дао. Дон Хуан очень мудро объяснил это ученикам. Он однажды собрал их, взял мешок, свалил в этот мешок все, что он нашел на столе одного из учеников в доме его, взвалил этот мешок ему на спину, другому взвалил на спину стол и повел их всех в пустыню. Там он распорядился поставить стол посреди долины, на него вывалил все содержимое мешка, отвел учеников подальше в сторону и спросил у них, что они видят. И они стали перечислять, что они видят магнитофон, радиоприемник, часы там. Но тогда он подошел и смахнул все это со стола и еще раз спросил, что они видят. И вот тогда до них дошло, что они видят стол, который они не заметили вначале. И даже более того, пространство вокруг стола они стали видеть. То есть в жизни духовного воина не должно быть ничего лишнего. Только то, что на самом деле необходимо для облегчения духовного пути и помощи другим в том же самом. Можно вспомнить аналогичный пример из истории христианства раннего, когда монахи в своих кельях оставляли только иконы, там, книги некоторые богослужебные и гроб, в котором мы спали. И этот гроб, в частности, напоминал с каждым днем, с каждым часом к каждому из нас приближающейся смерти тела. И в связи с этим нужно постараться как можно больше успеть, не тратя времени на пустое. Ну еще Дон Хуан учил разрушать шаблоны
материальной жизни, типа неукоснительного соблюдения режима дня. Для чего? Для чего это нужно? А потому что эти шаблоны сковывают нас. Они лишают нас свободы, если мы привязываемся к ним, а не к самому главному. А что есть самое главное? Самое главное — это Творец как цель для нас, как учитель, а также смерть, которая должна подгонять на духовном пути. Память о смерти. Разрушение шаблонов, неразумных шаблонов жизни в тонале приводит, как было принято говорить в этой школе, к потере человеческой формы. То есть к состоянию, когда человек научается действовать не рефлекторно или потому, что так принято, а в соответствии с объективной целесообразностью в каждый момент. Были фантазии у учеников о том, как выглядит потеря человеческой формы, но все эти рассуждения были именно фантазиями тех, кто человеческую форму пока не потеряли и не имели о ней представления полного. А на самом деле это не краткий какой-то механический акт, а длительный процесс, сопровождающий постепенное сближение человека с Богом. Когда мы учились жить в тонале, мы распределяли индрии, щупальцы сознания на предметы материального мира, на предметы тоналя. По мере того, как мы приближаемся к Богу, и Он становится все более реальным для нас, мы все большее количество вот этих щупалец сознания перенаправляем на Него. Вот это и есть процесс потери человеческой формы. Хотя этот процесс обязательно должен сопровождаться интеллектуальным анализом. И этическим, разумеется, тоже. Иначе он просто не пойдет. И завершение этого процесса можно констатировать тогда, когда духовный подвижник научается смотреть глазами Бога на земные ситуации. То есть произошло слияние с Богом, вливание себя как развитого сознания в Бога в аспекте Творца, который также именуется изначальным сознанием. И мы смотрим из Бога на ситуации и со своим телом, и ситуации с судьбами других людей. Вот тогда завершается процесс избавления от человеческой формы, то есть от всего лишнего, что мы приобрели в процессе жизни в тонале. Но при этом потеря человеческой формы вовсе не означает, что мы стали не такими, как все, что общество смотрит теперь на нас как на
изгоев. Это привело бы к неизбежным конфликтам социального порядка. И поэтому Дон Хуан внедрял принцип контролируемой глупости, как он сформулировал. То есть мы должны стараться не отличаться от толпы, не отличаться в той мере, чтобы толпа стала вести себя агрессивно по отношению к нам. Но ведя себя внешне как другие люди, не идущие духовным путем, мы наблюдаем за собой и посмеиваемся над этой ситуацией, как над глупостью, но неизбежной и контролируемой. Иллюстрируя это, то есть контролируемую глупость, Кастанеди, Дон Хуан однажды перед поездкой в город обрядился в безупречный европейский костюм. Или в другой раз они как-то сидели на скамейке около католического храма и наблюдали, как две еще не пожилые вовсе дамы, уж очень нерешительно, смотрели на то, как бы им спуститься по ступенькам. И тогда Дон Хуан элегантно подскочил к ним, взял под руки, помог спуститься и напутствовал их, что если, не дай бог, им когда-нибудь придется упасть, то чтобы они ни в коем случае не шевелились, пока не прибудет врач. И там мы были ему искренне благодарны за этот совет. Ну вот, духовный воин живет постоянно помня о тех вот главных знаках в его жизни. Это конечная цель и подгоняющая смерть. И Дон Хуан для того, чтобы это лучше дошло, предложил персонификацию собственной смерти. Он говорил, что если быстро неожиданно оглянуться через левое плечо, то там можно заметить мелькнувшую тень. И он говорил, что вот смерть поджидает тебя, она сидит с тобой за твоей спиной вот на этой самой циновке и поджидает, когда ты совершишь этическую ошибку для того, чтобы забрать себя. То есть надо с полной ответственностью относиться к своей жизни как к возможности победить смерть, обретя бессмертие в слиянии с бессмертным Творцом, с вечным и бесконечным изначальным сознанием. Как может чувствовать себя кто-то столь важным, когда мы знаем, что смерть преследует нас? Когда ты неспокоен, то следует спросить совета у своей смерти.
необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сделает тебе знак. И если ты заметишь отблески ее, или если просто у тебя появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждет тебя. Смерть — это мудрый советчик, которого мы имеем. Надо спросить совета у смерти и бросить проклятую мелочность, которая свойственна людям, проживающим жизнь так, как если бы смерть никогда не тронет их. Если ты не помнишь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет только личным хаосом. Духовный воин знает, что смерть подгоняет его и не дает ему времени прилипнуть к чему-либо. И таким образом, с осознанием своей смерти и с силой своих решений, воин размещает свою жизнь стратегически. И то, что он выбирает, стратегически всегда самое лучшее. И поэтому он выполняет все со вкусом и страстной эффективностью. Жизнь для воина – это упражнение в стратегии. Без осознания смерти все обычно, тривиально. Только потому, что смерть подкарауливает нас, мир является неизмеримой загадкой. У тебя осталось мало времени и совсем не осталось для ерунды. Отличное состояние. Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, проявляется тогда, когда мы прижаты к стене, когда мы ощущаем меч, занесенный над головой. И лично я не хотел бы, чтобы было иначе. Еще один важный пункт в этой работе – это овладение ментальной паузой. Ну, иначе говоря, внутренней тишиной. Но там говорили, в той школе говорили об остановке внутреннего диалога. Это не совсем верно, потому что существуют еще и внутренние монологи. И вот овладение ментальной паузой совершенно необходимое условие для освоения нагваля. Потому что нагваль осваивается путем медитации. А медитация, вот очень хорошо образно сформулировал Раджниш Ошу, что медитация – это есть состояние не ума. То есть вот эта болтовня внутренняя, она осуществляется ведь в верхнем пузыре восприятия, в чакре Аджни, в центре головы, которая находится. А как мы уже обсуждали, медитация реализуется за счет нижнего пузыря восприятия. И вот с целью освоения ментальной паузы Дон Хуан применял в том числе психоделики. Но сразу же отметим, что он это делал только в самом начале вот их совместной работы, когда он сам еще в этом не разобрался.
потом он от этого отказался. А Кастанеда жаловался, что хотя он и бесконечно признателен Дону Хуану за все, чему Дон Хуан его научил, но тем не менее печень его Кастанеды в рубцах. Ну и, как нам известно стало, Кастанеда покинул таки свое тело земное через рак печени. Поэтому никому никогда не советую применять какие-либо психоделики, они же наркотики. А есть для этой цели несравненно более эффективные и при этом безопасные методы. Еще один именно уникальный метод духовной работы, изобретенный именно в той школе, это взаимодействие учеников с так называемыми мелочными тиранами. Этот способ использовался как раз для того, чтобы отработать этическую безупречность духовного воина. То есть он должен был научиться соблюдать этические принципы и выдерживать стратегию объективно обоснованного, а не шаблонного поведения в экстремальных для себя ситуациях. Когда-то и сам Дон Хуан был послан его учителем работать на плантациях в качестве слуги у какого-то там помещика, по-русски говоря, где рабочими руководил тиран, надсмотрщик. Но вот в Мексике таких тиранов найти было трудно, в отличие от некоторых других стран. Теперь перечислим методы именно психоэнергетической работы, которые применялись в школе Дона Хуана. Это очищение внутренней светимости, то есть очищение кокона, избавление его от всех грубых включений. Второе – использование мест силы, то есть энергетически значимых для человека участков над поверхностью Земли или воды на нашей планете. Ну, очень подробно мы об этом говорили в нашей книге «Экопсихология». В частности, есть положительные места силы, исключительно благоприятные для овладения вполне конкретными медитациями. Лично я и вот мои спутники работали именно в этом режиме и достигли успехов. Работали в этом режиме благодаря как раз тем наработкам, которые существовали в школе Дона Хуана и были описаны Карлосом Кастанедой. Еще один способ, то есть не способ, а термин, скажем так, который в этой школе применялся, это сновидение. Но надо на этом остановиться более подробно, потому что мало кто из читателей понимает, что это такое. Дело в том, что термин «медитация» не был знаком индейцам.
совершенно естественно, это европейский термин. И более того, сами техники медитации тоже ведь осваивались трудно и постепенно в школе Дона Хуана. У них не было оставленных кем-то инструкций по медитациям. И вот они вначале безуспешно пытались приспособить ночной сон для этой работы. Почему возник такой термин «сновидение»? Ну, потому что медитативные образы иногда на некоторых стадиях могут напоминать то, что мы имеем в ночных снах наших обычных. Ну, а по сути, надо забыть этот термин «сновидение», не мучиться по ночам, а просто переключиться на общепринятый, сейчас общеизвестный термин медитации. Ну, еще вот последний из методов, который применялся с этой целью, это если у учеников оставались еще глубинные пороки внутренние, душевные, то, ну, пороки какие? Типа корыстного нападения на других людей, то вот это обшучивалось, обсмеивалось в контролируемых ситуациях магических схваток, где исход был заведомо известен лидеру. Разумеется, есть гораздо лучшие, спокойные, мягкие методы очищения себя от пороков. Совсем не нужно на самом деле никому ни с кем сражаться. Но еще вот способ, метод, который же упоминал сегодня, это смещение точки сборки. Но Кастанеда описал этот прием очень невнятно, причем по-разному. Дважды, ну, видимо, когда он писал это в своих книгах, он сам этого не понимал. Смещение точки сборки – это смещение концентрации, зоны концентрации себя как сознания. Можно точку сборки, вот говорят тем языком, смещать в пределах своего тела, в пределах своего кокона. Или можно переносить себя как сознание или как точку сборки сознания, переносить в пространстве и оказываться очень далеко от тела, принимать разные формы, включая гигантские, переходить из одной пространственной мерности в другую, в том числе самые утонченные. Вот все это будет соответствовать термину смещение точки сборки. Ну, еще вот тоже я об этом говорил, это выравнивание внутренних эманаций кокона по внешним эманациям через волну наката, в том числе. Еще это повышение мощности силового аспекта сознания за счет работы с нижним дантяном или хара. Ну и
последнее, что у них вот в этой серии методик было, это работа с Олли, то есть с духами. В частности, они, ну, не хочу их обижать, но они баловались тем, что носили этих духов, как бы заключенных в специальных ловушках для духов, из сушеных тыкв и так далее. Но это все вот был такой поиск методик. Потом это все было отброшено, когда Бог стал в значительной степени более реальным для Дона Хуана и его спутников. Тогда уже они отошли от распределения своих индрий на малоразвитые существа, то есть духов. Работа с духами, попытка их привлечения для помощи как бы духовной. Это очень опасный прием, очень легко здесь ошибиться, очень легко попасть в ловушку к духам-обманщикам. Ни в коем случае не советую это делать. Надо с самого начала, как когда-то я поступил и достиг таких успехов. Надо своим учителем избрать Бога. И вот теперь пора подвести итог всему, что мы сейчас обсуждали. Итог какой? Дон Хуан выделял в той системе духовных знаний, которой он располагал, 3 раздела. Искусство сталкинга, или по-английски стокинга. Искусство намерения и искусство сознания. В истории рассматриваемой индейской духовной традиции искусство сталкинга первоначально заключалось в том, чтобы прокрасться мимо непонимающих тебя людей, прокрасться к своей цели, к высшей цели, которая отсутствует у тех людей. Но в дальнейшем акценты переместились на то, чтобы выслеживать собственные пороки. То есть искусство сталкинга – это прежде всего искусство выслеживания своих пороков, чтобы от них избавиться. И Дон Хуан дал формулу интересную, очень справедливую, что сила, этим термином в школе именовали изначальное сознание Бога Отца. То же самое в Новом Завете встречается этот термин. Словом «сила» обозначали Бога. Сила дает нам по мере нашей безупречности. То есть Бог в аспекте Творца подпускает нас к себе по мере нашей все большей и большей этической безупречности. Искусство намерения – это в данном контексте то же самое, что устремленность
к высшей цели. И люди с развитым в нужном направлении намерением, они-то и именовались духовными воинами. И третий раздел искусства сознания – это и есть будхи-йога, то есть высшая ступень медитативной работы в любой развитой духовной школе, не только в этой. Ну вот мы еще раз убедились, что Бог, единый Бог, через своих представителей, которых можно именовать святыми духами, или на других языках как-нибудь еще иначе, вне зависимости от того, где эти школы находятся, на каком континенте, в какой стране, на каких языках земных говорят люди, работающие в этих школах. Бог сообщает людям всегда, везде, одну и ту же методологию духовного развития, методологию приближения к себе, методологию обретения бессмертия в слиянии с Ним бессмертным.